но предупреждаю. Вот, здравствуйте, как вас зовут? Да. Любовь. Любовь, сколько вам лет? 61. Любовь, очень много про сперму сегодня будет шуток. Не знаю, как, комфортно ли вам. Я буду иногда менять типа на синонимы, просто чтобы тавтологии не было, там эякулят, конча. Ну как, все равно некомфортно. Вы нормально? Вы знали, куда пришли? Здравствуйте, спасибо, что пришли, вам спасибо, что смотрите. Меня зовут Данила Поперечный, и это 7-й выпуск шоу. Вау! С каждым новым выпуском мир все ебанее, прям стремительно, не находите? За 2 месяца, пока нас не было, произошло столько всего, что даже не получается в полной мере осознать каждую из новостей. У Дурова 100 детей. Основного кандидата в президенты Америки чуть не ебнули. Глюкоза чутка она перебухала. Роберт Дауни-младший возвращается в киновселенную Марвел, но уже как злодей. И кажется, самая жесткая новость. По ходу Ютубу в России все пизда. Так что в какой-то степени, наверное, можно расслабиться и не стараться сегодня шутить, ведь есть шанс, что один хуй никто не увидит. Кстати, как до сих пор в российском прокате никто и не увидел Дэдпула и Росомаху. По моему предположению, фильм все еще не выходит в прокат, потому что из-за желто-синего костюма Росомахи думают, что он за Украину. Я, кстати, вариант Росомахи, только без регенерации и возможности баллотироваться в президенты РФ. Я, как главный фанат, естественно, посмотрел весь фильм. Ну и я вам так скажу, без спойлеров, меня просто всю дорогу катали на чувстве ностальгии. Мне кажется, это универсальный способ вообще средний фильм сделать пиздатым. Добавляешь туда вещи, по которым ты скучаешь и которые ты любил в прошлом, и все. Засуньте в любой фильм нелагающий YouTube, похмелье в Питере, Инстаграм без VPN, $1 по 50, рекламу с моего деда, и я буду в восторге. Поговаривают, кстати, что Хью Джекман вернулся к роли Росомахи и вновь надел костюм и когти из-за развода. И что ж, я, признаться честно, ушел недалеко. Вы могли видеть, некоторые из вас, что в Телеграме и в новостных пабликах начали форсить новость о том, что мы с моей женой развелись. И я, честно, мы не хотели это комментировать какое-то время, но очень многие про это спрашивают, поэтому отвечу тут. Да, это правда, мы приняли это решение, она уехала к своим родителям сейчас, я остался здесь и теперь отдам ей половину всех моих денег. Че, ебались, я иноагент, я нахуй ни за что, даже если она меня каждый день будет пить, я не разведусь никогда, нахуй. Половину денег, не-не-не, работаем, терпим до последнего. Ну и да, из очевидных новостей меня признали иноагентом. Но знаете, что я хочу вам сказать? Они это сделали слишком поздно. Мы продолжим после небольшой рекламы. А хуй там, никакой рекламы больше нет, блядь. И скорее всего ее не будет. Давайте так, если вы хотите избавиться от какого-то конкурента в России, заплатите мне денег, и я с удовольствием прорекламирую его на этом канале. Мы скоро вернемся под ваши аплодисменты. Кстати, этот выпуск слишком поздно, а также все остальные видео выходят на моем Бусти и Патреоне чуть раньше, чем выходит на Ютубе. А также их там можно смотреть без цензуры. Плюс буквально пару дней назад я ответил на все вопросы подписчиков Бусти и Патреона в отдельных видосах, которые вышли эксклюзивно там. Так что подписывайтесь. Ну, а если не хотите, и похуй. Ладно, смотрите видео дальше. Появился первый взгляд на ремейк Простоквашино с живыми актерами. Производством занимаются братья Андреасяны. Роль почтальона Печкина исполнит Иван Охлобыстин. А животные будут созданы при помощи графики. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес повестку для вашего мальчика. Кстати, животные будут созданы с помощью графики, потому что ни одно животное не согласилось сниматься с Охлобыстиным. Вообще, Охлобыстин... Ну, талантливый актер, ничего не скажешь. Но внутренне, конечно, ощущение так себе от того, что, ну, такой весьма, скажем, противоречивый персонаж будет играть в экранизации произведения для детей. Хотя он всегда может сказать, это я раньше что такой злой был? Потому что у меня Гойды не было. Двигаемся дальше.
Сын Жириновского купил квартиру в Дубае. Как он заявляет, чтобы исполнить последнее желание отца. Сын председателя ЛДПР рассказал, что когда Владимир Жириновский ненадолго вышел из комы в феврале 22 года, то позвонил ему с последней просьбой. Он попросил принести ему кролика, говяжий язык и купить квартиру в Дубае. Уверен, там как с Вангой, наверное, с каждым годом пиздатой жизни сына Жириновского будут появляться новые, до сих пор неизданные предсказания. Типа, а еще он попросил меня пиздато провести время на Ибице и обнюхаться кокаином. Папа, для тебя. К другим новостям с дурным запашком. В Дании появится налог на пердеж. Чистая правда, но не спешите рвать Шенген. Речь о газах коров и свиней. Его должны будут платить фермеры, так как 15% мировых выбросов метана, которые влияют на экологию, они, собственно, приходятся именно на животноводство. Что, походу, правду по новостям в России говорили, блядь, что в Европе уже не вздохнуть, не пернуть. Представляю, налоговик заходит в хлев и такой: пахнет работой. Еще такая мысль. Интересно, будут ли на жопы коров ставить счетчики, как в Советском Союзе? И будет ли перед приездом проверки фермеры скручивать их обратно? Ну что тут сказать, знакомо. У нас тоже налоги платятся через жопу. Двигаемся дальше. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий артистам шоу-бизнеса непристойные образы и выражения. Ну что тут сказать? Я это в рот ебал. А вот такой вопрос. А вот шаман в кожаных штанах с микрофоном, вот это непристойный образ? Просто пытаюсь понять. Просто мы же теперь знаем, что он без трусов, он же потом к лицу это подносит. Странно. Ладно, музыканты, у которых уже отрепетированная есть схема, когда у них в треке есть мат, и они просто наводят микрофон в зал, и люди типа говорят другие этот мат, потому что они знают эту песню, это окей. А что стендап-комикам делать? Ну, знаете, как заставить гея трахнуть бабу? Пожалуйста, угадайте, у меня там матная концовка, блядь. Не знаю, скоро со сцены можно будет говорить хуй только по талонам. Это очень странная история. Такими темпами реально стендап-комики с телека просто завершат как бы вот этот цикл и снова превратятся в комиков с аншлага, которые: я к своей жене подхожу, тоси-боси, шуры-муры. Она мне говорит: ты что, тю-тю? Выеб меня. Я еще подумал, интересно, а вдруг запрет касается не просто непристойных образов на сцене, а вообще, ну, в жизни. Прикиньте, Бузова и всем остальным даже дома можно будет ебаться только как в сериале «Саша Таня». В футболках из-под одеяла так: фух, вот это да, класс. Законопроект призван обязать артистов формировать у зрителей традиционные, духовно-нравственные ценности, как заявляют в Госдуме. Это, наверное, когда ты шутку рассказываешь, а потом после нее всегда добавляешь: дай вам всем Бог здоровья. Ну что ж, давайте напоследок, пока это еще не запретили, насладимся свободной музыкой. А вот мальчикам кончать надо осторожнее. Микропластик обнаружили во всей мужской сперме. Если недавно ученые нашли микропластик только в яичках, мне страшно так про это говорить, аж это в яичках пластик, то теперь исследователи из Китая обнаружили его во всей протестированной сперме. Но то, что у китайцев в сперме пластик, это неудивительно. Надо готовиться к работе сильно заранее. Мне кажется, и в конче наших родителей был микропластик, потому что я уже 30 лет разлагаюсь. Нет такого ощущения. Ну, это огромный урон для мужиков, на самом деле. Потому что нам только удалось кое-как протолкнуть легенду, что сперма полезна для зубов и кожи лица. Все, нахуй, лавочка закрыта. Жаль. Теперь все активистки будут после минета сплевывать в урну для переработки. Ну что тут скажешь, человек на 80% состоит из воды, теперь еще и на сколько-то из пластика. Я с каждым годом все больше и больше превращаюсь в водный. Всего, кстати, было найдено 8 видов пластика, и чаще всего встречался полистирол, который используется в упаковке. Прикиньте, лет через 50 сперма будет выходить натурально в фантике, как конфета. Класс! Удобно. Пососал, развернул, еще раз пососал, как барбариску. Здорово! Когда говорили «дети – цветы жизни», я не думал, что речь о пластмассовом венке похоронном. Тоже непонятно, как этого избежать и что делать.
Но тут, скорее всего, как всегда, появится спрос на веганскую сперму без ГМО и глютена. В анкетах сайта знакомств мужики о себе будут писать как о стейках. Типа, откармливаюсь отборной травой, постоянно слушаю классическую музыку. Но главное, это хорошая новость, потому что раз это обнаружили, значит скоро придумают, что с этим можно сделать. В конце концов, обидно, когда микропластик не в сперме, а когда микропластик в микропенисе. Двигаемся дальше. Работаем, разрезаем комедию, блядь, как адамантиевыми когтями. Если вы думали, что как-то уже слишком много про сперму, пристегнитесь, мы только начинаем. Кажется, у меня появился очень мощный конкурент по дрочке. Павел Дуров рассказал, что много лет являлся донором спермы, и сейчас по всему миру у него есть более 100 биологических детей. Интернет встретил эту новость с лозунгом «Дуров, верни сперму». Это прикольно. Ты же когда сперму сдаешь, тебе же как-то платят за это обычно. Видимо, до тех пор, пока в Телеграме не появилась реклама и платная подписка, финансовый поток в приложение вливался, скажем так, из других источников. Вот это мой кумир, бля. Я всегда говорил, нужно стараться делать так, чтобы деньги тебе приходили за дело, которым ты горишь и которым любишь заниматься. В некоторых городах началась настоящая охота на биоматериал Павла. И в некоторых клиниках анкеты очень сильно похожи на то, что это именно та проба. В его анкете в графе «Маленькое эссе про себя» написано: «Человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме раб-хозяин. В этой системе любой хозяин чей-то раб и любой раб чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни». Сильнее всего мне интересно, он написал этот текст до того, как подрочил, или после? Скорее всего, если бы он писал маленькое эссе про себя после эякуляции, эссе бы выглядело как-то типа «в целом все норм». Все, поехал бы спать, спокойно отсыпаться. Дуров написал большущий пост о том, как так получилось вообще, что он донор, и призвал дестигматизировать донорство биоматериала. И это все очень похвально. Но если сжать весь пост до сути, то главный его месседж — это... Двигаемся дальше. Ну нет, ну а вы, вот давайте так, вы в каком возрасте обнаружили, что у Леонтьева это золото существует в интернете? Двигаемся к блоку новостей из параллельной вселенной. В Центробанке заявили, это вообще класс, мне очень понравился заголовок, что россияне все больше залезают в долги, потому что богатеют. Это как если бы Совет по правам человека в России сказал: девушек стали больше насиловать, потому что они стали пи***ць секси. Блядь, молодцы, девчата, работаем. Продолжаем путешествие по мультивселенной. Издание New York Times по ошибке указало, что сериал «Слово пацана» спонсировался Ираном. Это произошло из-за ошибки в онлайн-переводчике, который перевел Ири, это институт развития интернета, как Иран. На данный момент ошибка была исправлена. Что это за слово пацана такое? Скорее всего, иншалла. Прикиньте, если бы это было бы правдой, насколько радикальнее бы звучали интервью Калагриева. Дайте все религии хуй, кроме моей. Не удивлюсь, если они думают, что сериал «Воронины» все это время был проектом Министерства обороны Египта. И египетская сила, нахуй. Такой product placement. Класс. Движемся дальше. Испания первой в мире введет порно-паспорт для установки возраста. После подтверждения возраста будет выдано 30 порно-кредитов, которые обновляются каждый месяц. Порно-кредиты. Похоже, уже даже дрочка не умещается в бюджет, блядь, надо дрочить в долг. Надеюсь, хоть в порно-паспорте фотка будет нормальная, а не в момент, когда тебя на вебку фоткают хакеры и говорят: пришли деньги, иначе... В графе «пол» этого паспорта будет написано «шишечки». Надеюсь, в порно-паспорте не будут ставить штампики в зависимости от посещаемых разделов. Не хочу потом на порно-таможне слушать: а что вы делали в категории Крым? К более грустным новостям. Жене Беркович и Светлане Петричук вынесли абсолютно несправедливый приговор. Их посадили на 6 лет за их спектакль, который в 2022 году получил золотую маску по нескольким номинациям. То есть этот спектакль был оценен и вознагражден в России. Прошло какое-то время, и теперь они за него сидят. Пескова спросили, как Кремль может прокомментировать приговор. Он ответил: никак. Это прямая цитата, это не прикол.
Ну что, по Пескову тоже в целом нечего сказать. Если честно, это очень показательно, что даже человек, чьей работой является комментарий по подобным вопросам, ну, не находит слов, чтобы описать ситуацию. Знаете, как бывает, у некоторых публикаций комментарии ограничены, а здесь у нас человек ограниченный в комментариях. Такой вот парадокс. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий размещать рекламу на всех заблокированных в РФ сайтах. Под запрет попадут Инстаграм и Фейсбук. И, возможно, другие сайты в том числе. У меня стойкое ощущение, что правительство моей родной страны прям усердно защищает меня от денег, блядь. Прям спасает меня всеми силами, чтобы я, не дай бог, не выдохнул ни на один момент. Видимо, они такие, блядь, деньги развращают, поверь нам. Нас уже не спасти, а вот вы еще можете избежать нашей участи. Отдайте этот яд. Также к этому Роскомнадзор хочет обязать людей с 10 тысяч и более подписчиков сообщать контактные данные о себе в ведомство. Ресурсам, не заявившим о себе, законодательно запретят размещать рекламу. Вы знаете, даже уже и не так и обидно, когда как будто все теперь как иноагент. Как же нелепо себя будут чувствовать те, кто себе накрутил подписчиков. Не находите? Какой угар. Это как люди, которые купили себе военник. Также плюсом к этому в Госдуме заявили, что в России замедляют работу WhatsApp. Пенсионеры объявили экстренную эвакуацию в Viber. Как они называют это, минус Viber. Также стоило мне, блядь, анонсировать, что я завел Patreon и Boosty. В России предложили запретить Boosty, блядь. Я просто бегу с горящей жопой из леса и не понимаю, куда двигаться. Просто только мне что-то понравилось. Такими темпами скоро под запретом окажется листать ТикТок до 6 утра и придушить себя во время дрочки. Я не готов! Мало вещей осталось, которые дают дофамин. Ну и самое главное. YouTube замедляют в России из-за антироссийской политики хостинга. Это признал глава Думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. А также сообщают, есть слух, что в сентябре YouTube могут и вовсе заблокировать. Не знаю, я на самом деле очень сомневаюсь в способностях Роскомнадзора сделать это, ведь это надо... Только не это! Началось! Господи, походу весь трафик с серверов потратил на себя 3-часовое интервью Дудя с Лебедевым. Ёбаный в рот, Юра, ну пожалей ты нас, мы хотим жить жизнь, видеться с близкими. По очень многим фактам становится понятно, что замедление происходит умышленно, но власти при этом делают вид, что это просто резко устарело оборудование, которое не обслуживает Google. Хотя они начали говорить о том, что это случится за неделю. И озвучили причины, почему это будет замедляться. Ну, клево, что они не смогли сделать так, чтобы Рутуб не лагал. Такие, ну тогда сделаем, чтобы YouTube лагал. Уравняем счеты, блядь. Креативное решение, я считаю, если честно. На самом деле, разговоры о том, что YouTube будет заблокирован в России, они активно идут уже второй год. Но, тем не менее, очевидно, что подавляющее большинство людей любит YouTube и не понимает, почему они должны его лишаться из-за каких-то политических шантажей. Я уж не говорю о тысячах и сотни тысяч людей, которые работают на данном сайте. Но, хуль делать, если они пойдут до конца и YouTube действительно заблокируют в России, ну что я могу сказать? Смотрите мое видео, как я 3 часа охуеваю и матерюсь эксклюзивно в ВК. А вот то, от чего я охуел еще будучи здесь, на Трампа совершили покушение. Пуля прошла в сантиметрах от его головы, продырявив ухо. В целом неудивительно. Американская культура в последнее время жестко захлебывается в ремейках и ребутах. Видимо, наконец-то дошли руки и до Кеннеди. Сделали мягкий перезапуск, но чуть-чуть поменяли концовку. И на том спасибо, так интереснее. Вот честно вам скажу, как только я увидел эту фотографию, я такой, ну понятно, кто будет президент. Это очень сложно перебить. Кровавое ухо, он как-то бунтарь, он еще и пирсинг потом туда въебать какой-нибудь может. Вообще, весь электорат захватывает. Причем реально самое странное, что полицию предупреждали прям заранее о том, что преступник на крыше. Но они не хотели слушать, ведь они хотели видеть. Но это вообще пиздец. Мы живем реально в учебнике истории. Ну и кажется, мы знаем, кто будет следующий президент. Тем более, что Байден объявил о выходе из президентской гонки. Давайте честно, вот прям президентская гонка. Ну, с его скоростью это скорее ходьба с препятствиями. Ну, максимум. Максимум. Я реально, не знаю, давненько не видел президентов, которые так падают. Он как будто криптовалюта, нахуй, как последние дни был. Просто. Также Байден обещал, что останется на земле до конца срока его жизни. Ну и закончим 2 хорошими новостями. Наконец-то разработана вакцина от ВИЧ.
Это серьезная новость. Препарат, как сообщается, предотвращает размножение вируса. И 2 раза в год вакцину вкалывали более 5000 женщин, и никто из них не заразился. В конце года ученые, по заявлениям, закончат тесты у мужчин. И если все пройдет успешно, для защиты от ВИЧ хватит 2 уколов в год. Это потрясающе. Сначала я такой, а почему на мужчинах тестируют в самом конце? А потом я такой, ну конечно, сначала же женщины и дети. Это просто этикет. Я еще так скажу, я надеюсь, еще после 2 уколов врач тебе говорит, ебись как хочешь. Я надеюсь, что такой протокол. Тоже еще вопрос. Вот если ВИЧ победили, останутся ли мужчины без отчества? Ну и новость, которая происходит прямо сейчас, в данную минуту, когда мы снимаем этот выпуск. Кажется, произошел крупнейший в истории обмен заключенными между Россией и США. По данным СМИ, Россия отдаст журналиста Wall Street Journal Эвана Грешковича, политика Владимира Карамурзу, экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву, политика Илью Яшина, экс-депутата Томской думы Ксению Фадееву, художницу Сашу Скочеленко, про которую у нас был предыдущий выпуск, о котором мы говорили, что она несправедливо сидит, и многих других. Их обменяли на несколько ФСБшников, ГРУшников, шпионов и хакеров, которые отбывали наказание за рубежом. И это, правда, историческое событие, которое не может не радовать. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем тому, что эти замечательные, честные, смелые люди снова на свободе. Ну и, наверное, неплохо, что политзаключенные тоже вышли на свободу заодно. Ой, идите нахуй, слишком поздно, не переключайтесь. Сейчас мы с вами поговорим. Поаплодируйте, кто первый раз на съемке этого шоу. Рад вас видеть, здрасте. А поаплодируйте, кто уже был хоть раз. Че, суки, допиздились, блядь? Допиздились, козлы ебучие, блядь. Каждый ебаный выпуск. Почему ты не инагент? Почему ты не инагент? Как вопрос не открою? Даня, почему ты не инагент? Я заебался. Докаркались? Я заебался. Там хронометража, вы просто этого в Ютубе нету. Там по 20 минут материала. Я сижу такой, нет, я не могу это вставить, не могу. Я не могу это вставить. Гандоны. Это, блядь, из-за вас, козлы. Как теперь люди узнают, где брать дешевые авиабилеты, а? Откуда им брать эту информацию? Вот, блядь, пожалуйста, я просил вас, вы сигнал в космос посылаете, Вселенная слышит. Почему ты иноагент? Да вы охуели, блядь! Да вы охуели! Так, ну первое, что я прочел, секс при детях, знак вопроса. Ответ на вопрос, при чьих? Что имеется в виду, своих типа? Ну давайте так, а кто задал этот вопрос? Вы? Я на секунду подумал, Любовь. Все еще не может решить такая типа, блин. Данил Алексеевич, вот как вы считаете? Инагентское мнение интересует. Комфортно ли это или нет? Так, а что вы имеете в виду? Секс при детях, норм, не норм. Ну, ты нашла у кого спросить. Типа, ты же понимаешь, что выборка будет странная. Ну, а что... Ну, такая. Ну, смотри. Если вы обсудили с ребенком стоп-слово... Нет, ну это... Я не знаю, как мне... Что бы я сейчас ни говорил, все плохо. Все плохо. Слушай, ну а давай вот так по-честному. Поаплодируйте, кроме вас, Любовь, я знаю. У кого в зале есть дети? Так, как вас зовут? Меня Антон. Антон, сколько лет вашему ребенку? У меня 2 детей. 2 детей. Сколько младшему? 1,5 года. 1,5 года. Вот, хорошо. Когда, ну согласитесь, в начале же как будто, ну нет такой проблемы ебаться при младенце, нет? Если спит. Не так, что он понял глаза в глаза. Да, у нас как-то с самого начала мы что-то нырнули. Да, не то, чтобы глаза в глаза с младенцем. Извините, мы это вырезаем, это ужас. Это ужас ебаный. Пока мама грудью кормит, трахнуть свою жену, правильно? Да. Попросить маму, чтобы она покормила грудью. Просто мать твоя сидит, там ничего в сиське нет, просто...
Ребенок такой, типа, подожди, а когда, пока мама кормит грудью? Но ты имела в виду, что, типа, в момент кормления... Да. Ну, не прямо, блядь. А, это, слава богу. Я просто такой, типа, ну... Я думал, ты такая, ну, все равно отвернут. Да, укачивать. Не, ужас. Ты вот эту бумажку написала, мы просто на 7 кругов ада вниз улетели. Это пиздец. Блин, а чё вы никто, блядь? А когда дети? Чё за... Я вот этой бабкой буду, по которой вы скучаете из России. А дети когда? Я, кстати, не вечный, блядь. А кто-то из здесь присутствующих, поаплодируйте, кто собирается заводить детей в ближайший год? А что такое, блядь? А что? Дорогие цены, что ли, блядь? Что, они неблагоприятные условия? Какая погода хорошая? Чё, блядь? Пиздец, а записки ебучие пишите свои. Данька, давай ты, мы посмотрим, как ты справишься, блядь. Мы на тебя поглядим. Ты потом коляску не выкидывай, на улицу ее выставим, мы, блядь, заберем. Только у вас ребенок и... Двое. Ну вот ты кого-то одного квоту закрыл, а вы что нахуй сидите? Вы не хотите с местными ебаться? Или в чем проблема? Давайте так. Большие типсы просят. Когда тур? Такой вопрос. Ну, смотрите, денег с рекламы пока нету, значит, скоро. Костюм огонь, поделись ссылкой на Amazon. Кстати, история с костюмом Росомахи. Если честно, его не должно было сегодня быть. Вот что случилось. Мы с моим другом, наши жены уехали к родственникам. Вот. И мой друг заебал меня. Он такой, старичок, да? Ну нет, не как ребенка. Он такой, старичок, жены уехали, давай отрываться, давай. И в итоге он меня уговорил, я говорю, ладно, поехали. И я прям за долгое время жестко набухался. Очень сильно. Проснулся, все нормально, похмелья нет. Потом проходит час, я такой, ну конечно же, я что, долбоеб, повелся на эту классическую хуйню, лежу, умираю. Мне стук в дверь, а я никого не жду. У меня даже в Лос-Анджелесе остается этот первый рефлекс, я такой, менты, блядь. Это уже как будто не выйдет никогда из организма. У меня Полина один раз. Мы переехали, звонок в дверь, я сижу за компьютером, прибегает Полина и просто с вот такими глазами говорит, Таня, там за дверью черная женщина. Я говорю, открой ей, спроси, что ей нужно. Где-то она как будто такая, в черном городе. Что ей от нас надо, Даня, мы белые. Нет мэтча никакого. И мне тоже звонок в дверь, я такой, блядь. Я открываю дверь, а там почтальон с коробкой, говорит, это вам. Я говорю, спасибо. Он уходит, я открываю ее, а там когти Росомахи и костюм Росомахи. А я не заказывал этого. И я смотрю, лезу в Amazon, в историю заказов, и оказывается, пьяный я перед сном, когда приехал домой, лежал так вот и такой, ебать, я буду клевый нахуй. Это мне надо. $5 за быструю доставку? Сюда, нахуй. Хочу быть Росомахой сейчас. Это пиздец, я его надел, я стою перед зеркалом такой, блядь, мне 30. Мне кажется, Хью Джекман тоже такой, ёб твою мать. Чё я, блядь, делаю? У меня первая была мысль, я хотел, чтобы изначально, вот эта начальная заставка, я хочу заплатить $30 какому-то черному бомжу, чтобы он всю эту балу читал вслух на русском. Данная информация, вот такую хуйню. Мне кажется, это повеселит Минюст. Я знаю русского, по-моему, это может... Русский бомж прочитает нормально. Ну, кстати, да. Я хочу, чтобы это было всрато. Да. Знаем русского черного, да? Русского черного? Я знаю, он батареи рекламирует, блядь. Я знаю этого единственного бедолагу, которого занесло генетически. Здесь есть тип такой. Есть друг у меня. Он в студии. Реально, я тоже сам. Что он родился в России и приехал сюда. Мама русская, а отец из Нью-Йорка. И он на чистом русском говорит, я был в шоке, когда его из-за школы забрал. Я познакомился с И ним он во второй подошел день ко мне и школы. такой, типа, привет, меня зовут так-то. Я такой, Парни, с одной стороны круто, а с другой стороны нет такого, что, ну как-то в 2024 году говорит, блядь, черный, прям слова говорит по-русски, блядь.
Прямый банан ни разу не видел я, чтоб ел. Губищи вот такие, блядь. А говорит по-русски. Ну да. Да. Вы все охуели. Ну понятно. Первый раз, когда такое видишь, думаешь, блядь, диковинка. Да. Был второй день в школе. Я сижу, просто отвечаю там на вопросы какие-то. Он вот так мне сзади по плечу стучит. Ты тоже черный, знаешь, такой. Как Веном. А он, ну, он просто... Подожди, а в какой школе ты учился? Где, в какой стране? Здесь. И у меня был второй учебный день, я никого не знаю, ничего, вот. И я отвечаю, он отвечает, ну, на английском. И он мне стучит по плечу такой: а ты, типа, с русским акцентом говоришь? Я такой: ну да, ну, на английском. Проходит секунд 10. Просто на чистом русском тебе на ухо: тебе никто не поверит. Матрешка, балалайка, чебурашка. Вот. Типа просто, ну прикинь, реально тебя так просто изводить, вбрасывать какую-нибудь хуйню, а потом делать вид, что тебе показалось. Просто в баскет играете, он такой хуяк тебе на ухо: околесица. Дальше. What, man? Are you fucking crazy? Вот здесь как будто кто-то из тех, кто меня знает, писал вопрос: отправляешь ли свой пердеж голосовыми? Захожу в свои, галерею. Сегодня последняя фотография. Это просто я сфоткал дверь. Это не важно. Следующее. Ну, я не знаю. Это так совпало, так неожиданно. Это я писал ребятам в чат. Здорово. Думаю, вопрос исчерпан. Что бы ты выбрал? Каждый раз при знакомстве с человеком нюхать его жопу или выступить с шаманом на фронте? Каждый раз. А вот вам бы надо было всем нюхать жопу? Или вы типа аудитория и не считается, типа мы не знакомы? Или меня можно было бы так троллить? Просто рандомный человек подбегает и говорит: Василий. Я такой: я не хотел это знакомство. Сегодня было бы странно. Любовь, простите! Я просто случайно зацепился глазом за вас в зрительном зале. Я постоянно хожу на свидания с американцами. Иду туда с надеждой, что рыбку съем и сковородку не помою. А ебаться кто будет, извините. Нахуй там тоже надо присесть. Выражение даже другое. Вы что? Я не дочитал. Но, увы, всегда ем рыбку и сажусь нахуй. Что делать, чтобы придерживаться изначального плана? Так, у меня вопрос. Если вы не боитесь сдианониться, кто это написал, ну, по крайней мере, я не буду вас снимать на видео, просто поговорить. Кто это написал? Ага, здравствуйте. Что имеется в виду? Чего вы ожидаете от свиданий с американцами обычно? Что не оправдывается? Я надеюсь, что они не такие мужчины, как в России. Но, увы, московский менталитет и американский, они очень похожи. Подожди, вопрос. А что? Вот когда мы вот эту вот дверь держим, вот эту хуйню, когда платим счет сами, это уже хуйней считается в прогрессивном мире? Ну, это естественные обязанности мужчин на всех свиданиях. Ну вот, есть вайб того, что американцы не все согласятся. Ну, то есть, хорошо, ладно, допустим, согласен. Мужчина зовет вас на свидание, он как бы вас и гуляет. Понятно. Не в плане трахает. Это я правда имею в виду гулять. Это само собой разумеется, конечно. Тут столько чаевые стоят, конечно, надо ебаться. Я бы, если меня кто-нибудь позвал на свидание, какой-нибудь американец, я бы трахнулся с ним. Если бы он оставил чаевые здесь, я такой: конечно, базар ноль. Сосну. Сколько? $70 ты оставил? Давай сюда, нахуй. Просто, чтобы ты не расстраивался сегодня. Так, ну хорошо. Вы говорите, что американские мужчины похожи на русских мужиков. Слишком ушлые, наверное, я бы так их... Слишком ушлые. А в каком плане? То есть они хотят залезть вам в трусики, но за максимально короткое время и максимально мало усилий к этому приложив. Правильно? Да, я почему-то поддаюсь на их провокации. Ой, что-то как-то так выходит. Что-то я,
что-то, он говорит, смотри, я что-то поворачиваюсь. Я уже ебался. Да как так? Ладно. Чик-филе действительно вкусный соус. Действительно вкусно. Ну да, понимаю. Понимаю. Ну видишь, мне сложно тебе помочь, потому что я уже давно не ебался с американцами. Какое-то время это не происходит. А где вы знакомитесь с мужчинами, с которыми вот такое взаимодействие? Есть несколько сайтов знакомств. Вам просто для того, чтобы более качественный уровень был мужчин, нужно использовать Ton Dating. Специальное приложение для знакомств на основе криптовалюты Ton. Это быстрая, удобная, качественная штука для того, чтобы найти хороших людей с верифицированными и проверенными анкетами. Поэтому я на всякий случай накидываю, ну вдруг получится какую-нибудь копеечку, блядь. А вы попробуйте обратиться, знаете, к какому приложению? Есть приложение, может кто-то знает, Pure называется. Pure, но это чисто, чтоб тебя ебали. Я знаю это. Это же чисто для секса. Какие хлопки там мощные. Вот, вообще, я знаю, что оно в России, кстати, очень хорошо работает. Оно работает хорошо в Москве, в Европе. Ну, везде, где люди трахаются, правильно я понимаю? Покрытие в целом весьма широкое. Типа, очень популярно в России, то есть где твоя аудитория? Да, секс довольно популярен в России. Последний раз, как, по крайней мере, когда я там был, люди все еще ебались. Это все еще на хайпе, скажем так. Слушайте, ну раз вы знаете про Pure, Pure это достаточно сексоориентированное приложение, насколько я знаю. Смотря как ты себя позиционируешь там. А чё ж ты тогда все время со всеми ебешься? Какая-то неувязка у тебя. Ты сама говоришь, как это так получается, что мы трахаемся? Но я этим недовольна. Или как раз, давай, вот как решить твою проблему. Давай вопрос позиционирования, типа, изменим. Я всегда говорю, что мне нужно, чтобы был с человеком о чем потрахаться, понимаете? Это первое, что ты говоришь? Типа, да. Я даже не знаю, как так выходит. О, это классный вопрос. Сейчас будем решать. Парень слишком по-гейски стонет во время секса. Что делать? А вот тут даже и не спросить никаких уточняющих вопросов, потому что если вы вдруг пришли с ним, вы спалитесь. Ну давайте так. Поаплодируйте, кто считает, что сексуально, когда мужик вообще никаких звуков во время секса не издает. Да, вот это у меня так сейчас шишка встала от этой тишины. Класс! Еще, бля, игнор фетиш, бля, еще не смотрите еще на меня. О! То есть, получается, большинство девушек думает, что прикольно, когда парень какие-то звуки, ну, типа там, как в игре, когда прыжок нажимаешь, типа. Когда одно хп снимается. Но это мужественно звучит, в этом как будто есть прикол. Это как будто ничего. Блин, он слишком по-гейски, это как, типа, типа, и она, и он такой, типа. И я здесь тоже получаю удовольствие. Я один раз занимался сексом с девушкой после болезни. Я как будто шарпея, блядь, по улице волок по звукам. Просто. Там типа видно, что дыхание идет, но, блядь, сопли забиты в дыхательных путях, и там иногда то и дело, блядь, проскакивало, типа, во вздохах. Такая хуйня. Ничего, нормально. Короче, все мужики, кто здесь в зале, начинайте просто курить сигареты. Статистически тот, кто делает этот звук, ну, прибьется чуть-чуть голос. Вот, так мы решим этот вопрос. Договорились? Все. Парень, который понял, что речь о тебе, дай знак. Ты понял, что делать? Понял. Как это? Да, нормальная, кстати, тема. Душите его просто. Как только он начинает эту свою голубую штуку, сами подтюньте там, подкрутите. Все правильно. Просто ему нахуй с руки в кадык. Хуяк. И все, и пускай попробует дальше женственно позвучать. Наверное, на сегодня все. Большое спасибо, что пришли. На самом деле, там в конце я думал сыграть вам на гитаре дымок. Но нахуй этот кринж нужен. Поэтому увидимся в следующий раз. Спасибо, что пришли. Вам спасибо, что смотрели. Пока.